Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 18 октября, среда. Сегодня у нас день хороших новостей. Что касается Ближнего Востока, вы знаете, что Байден впервые в истории американский президент прибывает в Израиль во время боевых действий, во время войны. Такого не было никогда. Вслед за ним потянулись представители стран Западной Европы, НАТО, и в Еврокомиссии, там же Урсула тоже была. Намерение Зеленского посетить, просьба была отвергнута. Заработал. Это вот последствия вот этой хамской внешней политики, совершенно непродуманной, безмозглой, когда естественные союзники объективные превращаются зачем-то во врагов. Это подрыв национальной безопасности Украины. Вот я имею в виду вот эта политика. Ссоры с союзниками, с друзьями, и вообще с попутчиками. В чем стратегия Соединенных Штатов? Номер один цель. Не допустить расширения конфликта. То же самое, что в Украине. То есть, вы понимаете, можно к Байдену по-разному относиться, там упал, поскользнулся, не такой прыткий и быстрый, но это самый опытный политик в мире сейчас, который находится у власти. Он еще с Громыко, с министром иностранных дел Советского Союза. То есть он общался с китами, лучшими умами внешней политики 20 века. И сейчас он является самым опытным человеком. То есть и когда Россия вторглась в Украину, он сказал, что надо не допустить. Вы помните эту историю. И сейчас то же самое. То есть, когда он такую политику выдвинул против Украины, было много недовольных в Украине, знаете об этом. Бидон, опять он обделался и так далее. Но вы видите, что это не конъюнктурная политика, она не касается только Украины. То же самое политика в отношении ближайшего друга Соединенных Штатов Израиля. Потому что человек понимает, что Третья мировая война – это конец всему. Пострадают все. И Украина, и Израиль, Соединенные Штаты, и весь мир. Дальше. Вот с этим он и поехал. Несмотря на свое физическое состояние, рванул туда, как когда-то Генри Киссинджер, когда в Йом-Кипур война началась, туда рванул молодой Генри Киссинджер. Сейчас туда рванул старый Байден, и спасибо ему за это. Пока он туда летел, вернее, накануне еще произошла эта трагедия с госпиталем. Сейчас ситуация такая. Израильтяне говорят, что это сделали исламские террористы. Американская разведка подтверждает сейчас по своим данным о том, что это сделал не Израиль. Это кто-то из местных это сделал. Подождем еще, как нам разъяснят. То есть арабы, конечно, в это не верят, палестинцы не верят, многие по всему миру не верят. Но если исходить из того, кому это надо, последний, кому это надо было, это был Израиль и Соединенные Штаты. Соединенные Штаты, понятно, что им не надо было уничтожение этого госпиталя, иначе зачем президент Соединенных Штатов едет, а он ехал с миссией встретиться не только с Израилем и уговорить его пока не входить на территорию Газы. Пока. И вроде есть подвижки, то есть сейчас рассматривают другие варианты. И правильно рассматривают, потому что под землей в секторе Газы там целый подземный город. И там ходы прорыты, которые легко защищать. Там 2 человека могут его под прицелом держать, какой-нибудь там тоннель очень долго и положить там сотни наступающих. Поэтому сколько там погибнет израильских солдат, одному Богу только известно. То есть это страшно, это невиданное в истории, может быть, 20-21 века бойня там произойдет. То есть надо искать какие-то варианты, и это не нужно ни Байдену, который
приехал туда. Не с миротворческой, он понимает, что Израиль должен отомстить. И правильно отомстить, потому что преступление должно быть наказано, иначе оно повторится. Сейчас, судя по всему, рассматриваются другие виды, варианты наступления, помимо сухопутного там. Посмотрим, что это будет. Байден тащит туда гуманитарную помощь для сектора Газы на $100 миллионов. Там уже речь идет о том, чтобы открыть гуманитарный коридор. Вторая важнейшая вещь – заложники. Они держат заложников, они их не выпускают через переход Рафат, потому что эти заложники – это орудие давления на и Израиль, Соединенные Штаты и весь Запад. А там десятки заложников уже есть, а среди тех, кто не в заложниках пока, но хотят выйти из сектора Газа, там от 500 до 600 одних американцев только, поэтому их и не выпускают через вот этот переход Рафат. То есть американцам это никак не надо. Президентские выборы, то есть если только там не произойдет какого-то триумфа, а большей части, то есть скорее всего произойдут тяжелые, скажем так, действия, нежели триумф, то для Байдена вот этот удар по госпиталю, но он никак не должен. Израиль. Понимаете, если бы Израиль это была такая страна, как, ну, где не состоявшийся, скажем, да, failed states, где Моссад может действовать самостоятельно, Цахал, Шинбет может вставлять палки в колеса Моссаду, так по большому счету, и представить, что какая-нибудь там оторвавшаяся группировка в Израиле нанесла вот этот удар для того, чтобы сорвать вот эту миссию. Там же дальше еще переговоры должны были сегодня быть с королем Иордании, затем с Сиси, президентом Египта. Тоже не состоялось, да. То есть я не вижу, кому это нужно в Израиле. По идее, и Израиль должен быть против этого. Единственное, кому это может быть выгодно, это опять этому Путину, всем тем, кто хочет, чтобы Израиль влез туда, умылся кровью. Значит, американцы уже объявили о том, вернее, они так не объявили, но де-факто принято решение о том, чтобы привести в готовность, в боевую готовность примерно 2000 морских пехотинцев. И если потребуется, они должны быть готовы к высадке там. Израиль или сектор Газа. Но, наверное, если начнется что-то страшное, для того, чтобы эвакуировать своих. Но, тем не менее, это называется boots on the ground. То есть американские солдаты должны быть там готовы, и быть готовы к тому, что их будут тоже убивать. То есть единственный вариант, который я так чисто логично вижу, кому это нужно, это Russians, это их военный союзник Иран, и хотя, может быть, Иран даже в меньшей степени, потому что Ирану там нужно соблюдать определенную осторожность, иначе война может перекинуться и на него тоже. Одно дело там языком трепать о том, что мы там покажем кучку на мать, а с другой стороны реально с этим столкнуться. Там внутри страны тоже не так все просто. Ну и, наконец, самый какой-нибудь оторвавшийся радикальной террористической группировки, которая ставит свою цель взвинтить ситуацию и похоронить все к чертовой матери там всех и по полной программе, джихад, так сказать. Пустить кровь всем и в максимальных масштабах. Смотрим, внимательно наблюдаем, что происходит. Ситуация напряженная. Пока там находится Байден, радикальных, я думаю, со стороны Цахал действий по сектору Газа вряд ли будет. Речь идет о том, чтобы каким-то образом, вот самая большая мечта, цель, выработать план по уничтожению Хамаса
с тем, чтобы при этом как можно меньше погибло гражданского населения, раз, ну и военнослужащих израильских со стороны Израиля – это два. Потому что, ну, так вот повелось, что во всем мире традиционно публика всегда больше поддерживала арабов, нежели Израиль. И любая акселерация там, напряженности, не дай бог кровопролития, нанесет удар и по Израилю, и по Соединенным Штатам, и прежде всего главным действующим лицам этих государств – Нетаньяху, Байдену. Вот такая, господа, ситуация. Прошу прощения, Китай. Китай пока отделался общим заявлением о том, что право палестинского народа на самоопределение. И они уважают, традиционная формулировка. Второе, о том, что Израиль предпринял действия, которые превышают необходимую оборону, самооборону. Тоже можно было ожидать такого, но ничего радикального. Пока Китай не предпринимает никаких действий, которые свидетельствуют о том, что Китай хочет погреть руки реально на этом конфликте, активно, так сказать, увеличить там свое влияние. Пока то, что происходит, свидетельствует об одном. В мире пока еще один полицейский, и он в лице Байдена сейчас там, и больше там никого нету. То есть это единственный посредник. Раньше этим занимался Генри Киссинджер. Сейчас этим занимается президент Байден в свои, сколько там ему, 88 лет. И слава Богу, что он в этот час является президентом США. Вот такая, господа, ситуация. То есть мы отошли от края пропасти. Надеюсь, что в Конгрессе произойдут правильные дальше события, и экстремисты не дорвутся до власти. Украина получит необходимую помощь. Подумайте сами. Атакамс. Какой смысл? Хотя, да, когда принималось решение о передаче Атакамс Украине, то есть в августе месяце, в Белом доме вряд ли планировали по настолько плохому варианту события в Палате представителей, что вот так палата окажется парализованной на какое-то время. Наверное, там больше все-таки надеялись, что проскочит 24 миллиарда на временное финансирование, которое тот же Маккарти зарубил. Но, тем не менее, применение Атакамс – дорогое оружие и чрезвычайно эффективное. Использовать его так стрельбой по воробьям, хотя и такой, как говорят американцы, спектакль, да, впечатляющий, тоже нет резона. Ладно, там выстрелили, сегодня выстрелили, уничтожили авиабазу. Через пару недель еще что-нибудь там в другом месте уничтожит. Потом через 3 недели еще. Это не вариант, не лучший вариант применения такого оружия. Это нужно делать концентрированно, по плану, одновременно, один за одним. Ракетные удары по важнейшим объектам. И вместе с ними, вместе с этими ударами, мощное наступление на южном направлении с целью перерезать этот проклятый сухопутный коридор. Поэтому есть задел, есть запал, есть оружие. Кстати, ту помощь, которую в последнем пакете прислала Германия, то есть я вам вкратце описывал смысл того, что прислали американцы и что прислали немцы. Американцы прислали то, что необходимо для активной атаки или активной обороны, можно так это назвать. То, что прислали немцы, это необходимо для закрытия с воздуха. То есть в ВСУ образовался уже такой
такой набор, пакет оружия, с которым можно решать серьезные задачи. С дивана, может быть, кажется, что вот того не хватает, а еще этого не хватает, F-16 нет, а вот хорошо бы еще Б-21 и F-35. Но по оценкам натовских аналитиков сейчас Украина имеет самую мощную противовоздушную оборону среди западных стран или среди стран НАТО после США. То есть нету другой страны западной, которая входит в НАТО сейчас, такой мощной противовоздушной, противоракетной обороны, как Украина. Но нужно финансирование, нужно точный, стабильный поток денег, на который можно... То есть ограничения уже сняты все. С поставкой, вернее, с анонсирования о том, что есть атакамс. И я думаю, что не случайно. Ведь, насколько я понимаю, ВСУ, руководство, оно согласует с западными партнерами, когда и по каким целям будут наноситься удары по врагу с использованием этого оружия. То есть у меня складывается такое впечатление, что это был серьезный сигнал на то, что Украина не упадет без американской помощи вот к ногам, как переспелая груша или переспелое яблоко не упадет к ногам орков, как они, может быть, они надеялись, очень надеялись на это. Но, судя по всему и по высказываниям Путина, последним из Пекина, их ждет холодный душ. Поэтому, дорогие друзья, побольше бы нам хороших новостей. А с этим слава Украине и ее вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. Желаю также дружественному Израилю и ее народу, о которых, как писал Высоцкий, там наполовину наш народ, да. Желаю также победы в их справедливой борьбе за свое существование. И всем вам, дорогие слушатели, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч!